Так, ну сегодня мы будем готовить самсу. Значит, она делается из слоеного теста. Вот, самса будет с тыквой. Тыква такой полезный продукт. Все, что нам понадобится, это вот обыкновенное тесто слоеное, в любом магазине продается, чтобы не катать. Зира, вот она, столечка. Тыква и 2 головки лука. Ну, собственно, вот и все ингредиенты. Натираем нашу тыкву. Так, вот у нас получилось вот столько тыквочки натертой. Так, теперь будем резать лук. Лука надо вот 2 головочки. Нарезаем примерно вот так. Дети с нетерпением кричат, хотят самсы. Так, вот, значит, нарезали лук. Вот. Тыкву. Сейчас нужно будет это все перемешать. Добавить зиры. Зиры там где-то получается ложечки 2, да? Или сколько? Такой аромат придает. Специфический зира. Кумин, в общем, где-то так, наверное, по-русски. Вот, соли нужно где-то вот, чайную ложку. Добавляем. Все это перемешать тщательно. И вот у нас как бы готова начинка нашей слоеной самсы. Ну, в принципе, самса, она сама по себе подразумевается, что слоеная. То есть не пирожки, которые просто. Это именно самса. Так, ну, теперь будем нарезать тесто такими аккуратненькими прямоугольничками, а потом квадратиками. Да. Это потом, что будешь раскатывать его? То есть вот таким макаром надо его раскатать. Что-то не сильно ты раскатываешь. Вот, значит, немножечко на противень добавляем масло, чуть-чуть буквально. Ну вот, значит, сам процесс. Ложим там, ну, не знаю, полторы ложечки там или 2 ложечки там, допустим. Нашей смеси начинки. И в виде треугольника слепляем все это дело.
Получается такая французская пилотка. Так, ну вот что у нас получилось. Это вот первая партия на противне, значит. Еще мы забыли про яйцо. Вот в комплектацию входит яйцо. То есть нужно яйцо, его Желток. как бы желток именно отделить. Вот. Вот. Его нужно разбавить с водой, там определенные пропорции сейчас. Ну, кипяченую желательно. Вот. Буквально вот чуть-чуть. Видите, да? Так, значит, яйцо мы разбавили. Вот это яйцо нужно намазать сверху на самсу. Вот. Она получается такой как бы золотистая корочка. Вот. Ну, собственно, это практически все. Ну, вот также вместо тыквы сюда можно положить какую угодно начинку. Например, ну, мясо. Ну, там определенные пропорции. Там мясо с луком мешается. Кто докладывает там немножечко кусочки бараньего жира. Вот, ну, по-всякому. Вообще, очень вкусный получается вот самса из баранины. Такой специфический вкус. Вот, очень, очень вкусно. Ну, из говядины тоже ничего. Ну, причем тут как раз разряд такой, что лука надо ложить не жалея, потому что вот именно лук дает такой, ну, сок, что ли, сочность самсе. Ну и, в общем, все. Ложим это все дело в духовку на минут 20-30 до появления такой золотистой 170. корочки. Ну, где-то 170 градусов. Вот. Давайте будем ложить. Так, ну вот. Прошло там где-то минут 20. Мы вытаскиваем все это, извлекаем из духовки. Вот что у нас получилось. Такие самсушки. Такие воздушненькие, к чаю очень-очень вкусно. Ну вот, собственно, что у нас получилось. Ароматные, вкусные самса с тыквой. Очень полезно, вкусно, кушайте на здоровье. Всего доброго. До следующего видеоролика.